Друзья, всех приветствую! Вышло приложение Chile. Это круто, токен растет, уже $5,5, но есть одно но, большое но. Многие люди не понимают функционал данного приложения, как там зарабатывать, что нужно делать. Именно сегодня я пришел к вам напомнить, чтобы показать и рассказать о каждой детали прямо в приложении. Сейчас мы перейдем на мобильную версию, я обо всем расскажу. Смотри видео до конца. Погнали! Так, ребят, если вы еще не скачали приложение Chile, его можно скачать в Google Play. Для айфонов появится через пару недель, как обещают разработчики. Мы заходим в приложение и давайте обо всем по порядку. Постараюсь каждую мелкую деталь вам объяснить, что она делает и для чего предназначена. В самом верху слева мы видим кнопочку NFT. Если мы нажмем на кнопочку I, здесь вам, в принципе, подробно рассказывают, что и как. Если нажмете кнопку подробнее, вы скачаете white paper на русском языке. Справа вверху мы видим три вкладочки. Первая — это получение боксов, если вот сюда нажмем. Вторая — это токен Chile. И третья — это стейблкоин USDT. То есть NFT очки можно будет приобрести за этот стейблкоин. Ниже слева мы видим 0.3 дробь 1. Что это такое? Это так называемый attention, то есть внимание. Так как я зарегистрировался пока на бесплатных очках, то есть ничего еще не приобретал, вот такие вот бесплатные очки, в принципе, посередине вы можете наблюдать, у нас появились. Всего их 7 штук, 7 видов редкости сейчас на экране появится. И о каждой я расскажу чуть подольше. Итак, у нас есть один attention, это равняется 10 минутам просмотра, вознаграждаемого токенами Li. Но если мы говорим про стартинг очки, абсолютно бесплатные, нам нужно будет в течение получаса смотреть контент, чтобы мы могли получить бокс, из которого выпадет некое количество токенов Li. Что для этого нужно? Я рекомендую сразу, чтобы ваша шкала набралась до 1. То есть у меня 0.3. Как только вы смотрите ленту, они постоянно уменьшаются. То есть эта шкала уменьшается. И, соответственно, 0.25, желтым показано вот здесь вот 0.25, накапливается в течение 6 часов. Грубо говоря, за 24 часа у меня полностью накопится. Как только у вас накопилось, не прерываясь, полчаса смотрите, и у вас может выпасть в любой момент вот такой вот бокс. И справа, где очки, вот здесь вот показано, сколько у меня боксов выпало из возможных. То есть у меня 0 из 1, то есть я еще не получил. Дальше посередине мы с вами видим NFT очки, это бесплатные, нулевого уровня. Абсолютно полностью подробно мы чуть дальше рассмотрим. Если мы вниз листаем, у нас имеется две вкладочки, это инвентарь, где у нас NFT очки будут присутствовать, их можно несколько иметь. Второе — это кнопочка гемы, куда мы можем вставлять очки, то есть также рассмотрим. И вкладочка инструкция, это также будет NFT для минта, то есть из 2 очков сделать 3. И если нажмем кнопочку Market, пока еще Marketplace не работает, здесь ты сможешь покупать, продавать NFT уже совсем скоро. Это, в принципе, основная вкладочка NFT, если внизу. Посмотрим. Теперь слева у нас лента. Тут, в принципе, показывается абсолютно любой контент. Листаете и смотрите. Ставите справа лайк в виде Chile. Можно комментарий написать. В принципе, это все сейчас дорабатывается. Основной трафик лился из их первого приложения, не основанного на блокчейне. Похоже на TikTok. Это приложение Natsan. Поэтому здесь уже были готовые видео. Я думаю, кнопочка «Создать». Понятно, что такое создаете. Кнопка «Кошелек». У нас имеется 2 кошелька. Это внутренний, внутри самого Chile, и внешний, откуда мы можем отправить свои NFT, которые приобретали посредством whitelist, то есть на пресейле. Есть такие ребята, я разыгрывал, еще раз напомню, и их можно перенести. Об этом также позже поговорим. И вкладочка «Профиль». Тут также можно вывести абсолютно любые видео, которые вы хотите выставить. Первое, что хотел сказать, в самом верху справа у нас есть вкладочка «Токены». Нажимаем на них. И у нас показан внутренний пока что кошелек. Видим баланс токенов Li, Chill и USDT. Токен Chill сейчас торгуется уже почти $5,5. Токена Li пока что нету, то есть его не залистили. Тем самым слева сразу покажется вам табличка, как можно получить токены и куда их можно потратить. Если мы нажмем подробнее вот здесь справа, тут будет показано с его помощью, то есть с внутренним кошельком мы можем проверить баланс, переводить токены на внешний, просматривать информацию о транзакциях и оплачивать покупки уже внутри приложения. Тут довольно-таки все просто. Также у нас есть внешний кошелек. Сразу скажу, что у меня уже создана сид-фраза. Вам нужно будет создать сид-фразу. Рекомендую также двухфакторную аутентификацию сразу подключить. Фразу выписываем на листочек. Также, если нажмем подробнее, здесь написано, можно выводить токены, просматривать транзакции, конвертировать.
Пополнять кошелек. При трансфере, выводе и конвертации будет списываться комиссия в BNB. Это внимательно можете также посмотреть. И также, если ниже посмотрим, здесь будет отображаться твои NFT и наш адрес. Это наш личный адрес, по которому мы можем передавать токены и NFT-шки. Теперь самое главное, давайте поговорим про NFT. Во-первых, как получить NFT. Также картиночка показана, можете поставить на паузу, почитать. Основной токен, который мы будем зарабатывать с помощью этих очков, это токен Ли. Можно сказать, не токен управления, а внутриигровой. Вот такие вот стартинг очки выдаются каждому, кто зарегистрируется. Поэтому, если хотите зарегаться, обязательно скачивайте. Тут реферальной программы нету. И в описании будет ссылка на мой профиль. Можете вот здесь вот подписаться на мой канал. Я буду выставлять полезную информацию. Буквально вчера выставил инфу, и вот 35 тысяч просмотров на одном ролике. Поэтому также выставляйте что-то интересное, интересный контент. Как именно выставлять шортс-видео, рассказывал в своем телеграм-канале. Посмотрите, очень полезно. И теперь нажимаем на сами очки, что мы здесь увидим. Это визуал очков. Ниже мы видим закрытые слоты гемов. Сейчас поговорим о них. После этого ID-шник, уровень, то есть редкость, точнее, извиняюсь, редкость стартинг. Ниже видим Power. Power — это, грубо говоря, заряд. Эти очки заряда теряются после того, как вы смотрите ленту и получаете токены. Чем меньше у вас этого заряда, тем меньше токенов вы будете получать. Этот заряд можно вполне спокойно восполнять. Если нажимаем кнопку плюс, вот здесь показано, сколько токенов Ли мне нужно, до 100%. Вторая вкладочка — это уровень. Чтобы перейти на следующий уровень, нам нужно заплатить некое количество токенов Ли, а позже и Chill, и также подождать, то есть время перехода 60 минут. Один уровень — это 60 минут. Грубо говоря, второй уровень уже 120 минут, то есть 2 часа, третий уровень 3 часа и так далее. Максимальный уровень очков 30. Если вы не хотите ждать по какой-то причине, там 18 часов, можете заплатить в 6 раз больше, и автоматически у вас увеличится уровень. Но я думаю, не стоит этим заниматься. Хотя, если изучить математику, может, это будет даже выгоднее. Теперь следующая вкладочка у нас Mint, пока это в разработке. Mint что такое? Мы можем сминтить одни очки любой редкости с другими. И вот здесь сейчас появится также таблица редкости, то есть шанса, какие очки выпадут с каких именно очков, то есть какой Mint произойдет. Для минта вам потребуются токены Chill и Li и определенные NFT, еще одно, которое называется Instruction. И последняя вкладочка Endurance — это запас прочности очков, в принципе, как это было в Steppen в самом начале. И здесь можем посмотреть этот запас. Как только у вас на нуле этот запас, значит вы не можете использовать NFT, вам нужно приобрести новое. Если не ошибаюсь, также можно восполнять этот параметр. Также, повышая значение модуля Frame, то есть внизу, мы можем уменьшить, так сказать, изнашиваемость наших очков. У нас написано модули и base, то есть это базовые характеристики. Рядом видим вкладочку поинты. Давайте сразу определимся, что такое поинты. Мы видим на наших гемах, у нас 5. Мы видим на наших модулях различные характеристики. Это стартинг очки. В принципе, они сильно не различаются на старте. И каждый модуль полезен по-своему. Опять же, сейчас будет картиночка, ставьте паузу, читайте. И как раз таки вот эти поинты, они нам даются за то, что мы повышаем уровень наших NFT очков. То есть платим Chill или ждем, как только повысился уровень, нам начисляются поинты. Опять же, в зависимости от редкости очков. И эти поинты мы можем уже распоряжать как мы хотим. То есть это очень удобно. То есть на что сделать опор? На прочность, на получение токенов и так далее. Также у нас имеются гемы. Вот здесь видим заблокированные 4 слота у меня. На 5 уровне открывается 1, 10, 15, 10, 20 и 25. Также они повышают нам характеристики. Но хочу заметить, вы видите 3 красных и 1 розовый. То есть, грубо говоря, на всех очках абсолютно рандомным образом уже автоматически вот такие слоты появляются. То есть я не могу сюда, как я понял, засунуть радар и батарейку и memory. У меня только фрейм можно и lens, потому что по цвету, соответственно, можно увидеть. Давайте подытожим, как можно со старта заработать, что можно со стартинг очками заработать. С ними можно заработать бокс, то есть еще раз объясню. Вверху у меня написано 0.3. Грубо говоря, как только у меня будет 1, я в течение получаса смотрю ленту, и мне выпадает бокс. Из него именно со стартинг очков падают только токены Ли. Если у вас не стартинг очки, а хотя бы начиная с симпла и выше, то вам уже могут выпасть токены Ли, вам могут выпасть гемы и, соответственно, NFT для минта Instruction.
Напомню еще один момент, что совсем скоро также будет стейкинг, можете посмотреть. И за этот стейкинг вы можете получать дополнительные токены Chill и также участвовать в аирдропах очков. Поэтому, друзья, рекомендую создать свой профиль, выкладывать видео. Админы обещают тем, кто хорошо будет стараться набирать просмотры, также будет вознаграждение идти, помимо того, что вы просто листаете ленту. И, соответственно, вот здесь аватарку выставляем, ваше имя, описание, дату рождения и ваш пол. Видео могут абсолютно рандомным образом стрелять. Что я рекомендую делать? Это ставить хэштеги и делать все в одном стиле, не выкладывать разные видео, толку от этого не будет. Платформа должна понять алгоритм вашего продукта. В скором времени будет уже Marketplace работать. Помимо этого, маски, эффекторы для видеоредактора. Также хочу написать свой отзыв, несколько моментов в своем отзыве, что здесь не хватает. И, соответственно, в будущем уже будет метавселенная, не знаю, будет она или нет, но пока, в принципе, все идет круто. И еще раз, ребят, вот, в принципе, мой профиль, ссылочку я оставлю. Подписывайтесь, пишите свой ник в комментариях под этим видео, я также буду подписываться на вас. Все, ребят, всем пока, будут вопросы, спрашивать.